Приветствую всех подписчиков и гостей своего канала. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить масштабной модели автомобиля ВАЗ-2105, который производился в советское время с 1983 по 1991 год силами завода Тантал и Радон, а потом вплоть до 2012 года на заводах Агат, Инкотекс и Масар, что по сути являлось почти одно и то же. Прообразом для этой модели послужил всем известный советский и впоследствии российский заднеприводный автомобиль ВАЗ-2105 с кузовом типа седан. Он был разработан и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе. Первые опытно-промышленные партии были собраны в октябре 1979 года. Полномасштабное производство развернуто в январе 1980 года и длилось до 30 декабря 2010 года. Это был самый длительно выпускавшийся автомобиль классического семейства ВАЗ. За все время производства АвтоВАЗ выпустил 2 миллиона 91 тысячу автомобилей ВАЗ-2105 всех модификаций с кузовом седан. Масштабная модель ВАЗ-2105 была с металлическим корпусом и днищем, а из пластика были сделаны все остальные детали, в том числе части ходовой и коробки передач. У этого седана открывающимися частями были все двери, капот и багажник. Конструктивно двери ВАЗ-2105 состояли из двух соединенных деталей внешней обшивки и внутренней с рамкой двери. Решетка радиатора шла черного цвета, а не хромированная. По сравнению с предыдущими моделями ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102, этот седан был более детально проработан в таких деталях, как ходовая, бампера, фары, диски колес и салон. С точки зрения пропорций и соответствия масштабу 1 к 43, этот ВАЗ-2105 был не самым лучшим образом скопирован, но в определенном ракурсе выглядит очень даже близко к оригиналу. Модель выпускалась сразу с надписью Made in USSR на днище, и ей был присвоен каталожный номер А39. Масштабная модель ВАЗ-2105 на сегодняшний день является довольно редкой, особенно с номером А39 на днище. Также редко является информация по периодам ее производства, и на форумах почти ничего нельзя найти по этой модели. Точно можно сказать только то, что модель довольно часто менялась в деталях в более поздний период. Самые ранние модели с номером А39 на днище были очень аккуратно выполнены по сравнению с более поздними. Все детали аккуратно прилегали, были хорошо отлиты и покрашены. Номер на днище официально пропал в 1986-1987 году, но иногда в продаже встречаются модели с номером и в более поздние периоды. Возможно, это связано с использованием старых складских запасов с номерными днищами при производстве более новых моделей. В моделях более раннего периода производства, до конца 80-х годов, в районе передних рычагов есть отверстия, сквозь которые видны оси колес. Также бампера имеют более широкие нижние кромки, и крепления из этого как бы скрыты. Салон обычно белый или капроновый, кардан, задний босс, двигатель и коробка передач хромированы. Крышка багажника с внутренней стороны гладкая, стекло под потолком идет без отверстий. С 1987-1988 года начинают появляться модели с коричневым пластиком в салоне, в моторном отсеке и на бамперах. Также начали в этот период появляться бампера с короткой нижней кромкой, которая не полностью скрывала крепления, и они были видны. На моделях начала 90-х годов уже начинает чаще проявляться некоторая неаккуратность в литье и сборке. Двери все чаще перекошены, фары и бампера искривлены. В тот период могли производиться модели без хромированных деталей на днище, а в районе передних рычагов пропадают отверстия, сквозь которые ранее были видны оси колес. Также в 90-х годах появляются разные варианты и модели с багажником на крыше, с желтыми стеклами и фарами, с некрашенным днищем или же наоборот покрашенным в серый цвет. Пластиковые детали также могли быть серыми в тот период. Внутренняя часть крышки багажника стала с ребрами жесткости в виде буквы X. Более поздние модели 2000-х годов уже идут чаще с черным или синим пластиком. Хромирование деталей становится хуже по качеству и отличается от более ранних моделей светлым оттенком. В этот период появляется очень много разнообразных спецавтомобилей и интересных цветовых решений, некоторые из которых очень ценятся у коллекционеров.
Коробка на эту модель в советское время существовала только одна, унифицированная для модели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. После 1991 года появилось несколько вариантов коробок, которые отличались надписями, картинками и качеством самого картона. Мои модели, судя по перечисленным признакам, относятся уже к более позднему периоду. Голубая, скорее всего, ближе к концу 80-х, так как собрана она довольно аккуратно, салон белый, а крышка багажника еще гладкая внутри. Зеленая, учитывая более низкое качество деталей и сборки, а также черный салон, скорее всего, конец 90-х, начало 2000-х годов. Цена на эту модель на сегодняшний день довольно высокая, и в хорошем состоянии без номера на днище ее можно купить, начиная от $30. Модели с номером А39 на днище с какими-то редкими цветами или комплектациями могут доходить до $150-200. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, информация оказалась полезной. Хотелось бы в комментариях услышать ваши наблюдения по этой модели, так как на форумах по ней информация очень скудная и неточная. Всем мира и до новых встреч на моем канале.